Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про городские машины, а точнее про транспорт, который помогает нашему городу функционировать без эксцессов. И, например, вот этот ЗИЛ-Илосос. И, наверное, вы догадываетесь, какой груз он везет в своей цистерне. И, надеюсь, это видео вам будет интересно, ведь это, наверное, окажется самым мирным видео на моем канале. А начать я хочу не с самой гражданской машины. Это полноприводный КАМАЗ с военными корнями. И такие машины используют гражданские службы для доставки специальных грузов в труднодоступные для обычных грузовиков места. Также именно на таких машинах обучаются будущие водители грузовиков организации ДОСААФ. И такие зеленые КАМАЗы с буковками У я часто вижу на улицах Москвы. А это автоподъемник пожарный коленчатый АПК-90 с высотой подъема в 90 метров или бронтозавр Bronto Skylift F90. Это производство финской компании Bronto Skylift, и у этой фирмы автоподъемники закупали еще в СССР, а шасси Mercedes-Benz Actros. Автомобиль-лестница АЛ-55 – это недавнее приобретение пожарной охраны Москвы. Шасси КАМАЗ-6520, высота подъема стрелы в 55 метров. Изготовлена автолестница относительно молодой фирмы ООО «Компания Витант» из Мытищ Московской области. Если требуется подать много воды и на большое расстояние до 1200 метров, подгоняют мобильный насосно-рукавный комплекс, автомобильный НРК на базе КАМАЗ-6560 8х8 из состава комплекса «Водолей». Разработан и построен он торгово-представительским предприятием «Пилинг» из Нижнего Новгорода, а принят на вооружение этот агрегат в 2021 году. Пеноподъемник пожарный ППП-30, он же Magirus GT-LF на шасси Iveco Tracker 6х4, и предназначен он тушить пожары и НПЗ, а выпущен старинной германской фирмой, которая ныне называется Iveco Magirus GmbH. Хейдрок К4 4400 Кохер или же гудронатор для перевозки и подачи литого асфальта емкостью в 4400 кубических метров и грузоподъемностью в 10 тонн. Это польская разработка на шасси КАМАЗ-65115 6х4. Пожарный автокран Липхер имеет вылет стрелы в 48 метров и способен поднимать 70 тонн. Он оснащен мотопомпой и лафетным стволом. Шасси у него полноуправляемое и управляется механически из кабины водителя и гидростатически из кабины крановщика. У него имеется гидропневматическая подвеска всех колес с регулированием уровня. И колесная формула у него 8х6. Высокоскоростная плужно-щеточная продувочная машина АМС Брошинг Джет Брум из Швейцарии, и задумывалась она для аэродромов, но отлично очищает МКАД. Рабочая скорость у нее до 60 км в час, отвал широкий 8 метров, а щетка 6 метров. Донор узлов и агрегатов здесь Mercedes-Benz Actros. А это настоящий бронтозавр, телескопический подъемник Bronto Skylift длиной 17,1 метров, а высота 10-коленчатой стрелы составляет 101 метр. Это самое высотное средство московской пожарной охраны. Выше только вертолет. Шасси Mercedes-Benz Actros 12х4, полной массой 62 тонны. И восторг для детишек – это огромная сверкающая каналопромывочная машина Копилотто Камп Комби на шасси МАН. И предназначена она для устранения засоров в подземных коммуникациях города. Оснащена насосом производительностью 333 литра в минуту и вакуумным насосом производительностью в 2800 кубических метров в час. В этом году итальянской фирмой Копилотто исполняется 70 лет. Перед вами аварийно-спасательный автомобиль модульной комплектации АСМК на шасси Газон Next по заказу департамента МЧС города Москвы. Его построила АО СТ Авто. Это аварийно-спасательный автомобиль АС-4 на шасси Mitsubishi Fuso Canter, и причем эта машина принадлежит не МЧС, а автомобильным дорогам. Автомобиль отогрева пожарной техники УАПТ-100 на шасси Iveco Daily. В оснащении входит паровой котел мощностью в 100 кВт на дизельном топливе и переносная тепловая пушка, а также переносной электрогенератор. Построен он фирмой «Приоритет» из Миаса, который занимает 20% рынка пожарных автоцистерн России. А это довольно экзотическая техника МКИОН, или же мобильный комплекс информирования и оповещения населения на базе ГАЗ «Валдай».
И беда в России с русским языком, ведь информирование и оповещение – это синонимы. Музей городского хозяйства Москвы выставил поливомоечную машину ПМ-10 на шасси ЗИЛ-164 1960 года выпуска, а москвичи их называли поливалками. А когда поливать было нельзя, спереди навешивали плуг и сгребали снег. И не все догадывались, что поливалки могли бы быть использованы при тушении пожаров. Объединенная энергетическая компания представила 40-метровый автоподъемник на шасси Volvo. Это транспортное средство построено ООО «Рускомтранс» из города Балахна, Нижегородской области. Московская энергетическая компания ПАО «МАЭК» использует машины для аварийно-восстановительных работ с электростанцией и генератором на шасси «Джак». Это Китай. МАВР – красивая аббревиатура и обозначает мастерская аварийно-восстановительных работ. Это как у Шиллера. МАВР сделал свое дело, МАВР может уходить. Используется Мосводоканалом для аварийно-восстановительных ремонтных работ на теплотрассах и центральных тепловых пунктах. А шасси здесь КАМАЗ-43-118. МАВР 48-44-62, если верить табличке. Если и было за что критиковать выставку, так это за неточные таблички. И в этом случае тут написали, что тут шасси МАН TGM, хотя на табличке отчетливо видно, что это TGA. Этот автомобиль на службе АО «Мосгаз». История повторилась и с соседним экспонатом, почему-то названным МАЗом, хотя это КАМАЗ-43-118 с краном «Камышин», грузоподъемностью в 32 тонны Камышинского кранового завода. Благодаря конструкторам АО НПО «Павловский» из города Павловск самосвалы под загрузку перестали пятиться задним ходом, так как снегопогрузчик во время работы движется за самосвалом. Производительность снегопогрузчика лапового 350 кубометров в час. И недаром работники прозвали такую технику «золотыми ручками». Зачем Мосгазу болотоход на шинах низкого давления Трекол Вега 6х6? Все постоянно спрашивают, смеется стендист, а у нас их целых 2. И затем он уже без смеха добавил, что недавно они работали в Луганске. Вслед за ростом высотности городской застройки Москвы растет и высота пожарных автолестниц. Теперь 42 вместо 30 метров. И никаких Магерус, Мэнс и Новоторжовского завода. Теперь технику по заказу департамента МЧС Москвы поставляет ООО «Компания Витланд». АЛ-42 базируется на шасси КАМАЗ-53-605А5 4х2 с двигателем мощностью 292 лошадиных силы класса Евро-5. Лестница с рабочей высотой в 42 метра отличается увеличенным боковым вылетом в 27 метров и люльками грузоподъемностью в 500 килограмм. В столице сегодня все чаще можно встретить «Газон Next» с различными специализированными надстройками. И в данном случае перед нами «Спаса». Это специальный пожарный аварийно-спасательный автомобиль газодемозащитной службы, полной массой в 9,5 тонн, экипаж 6 человек. Спасательная служба на водных объектах использует водолазный спецавтомобиль высокой проходимости ВСА-5 на базе Ивека. Он предназначен для спасения людей на водах, обеспечения водолазных погружений и оказания первой медицинской помощи на массовых мероприятиях. Разработан и выпущен торгово-производственным предприятием «Пелинг». А перед вами пожарный многофункциональный автомобиль контейнерного типа на шасси Mercedes-Benz Actros с мультилифтом Palfinger и сменной платформой аппаратуры и дымоудаления. Opel Vivaro Crew One используется для доставки аварийных бригад в объединенной энергетической компании. Завод спецагрегат из МИАСа выпускает снегоочиститель шнекороторный СШР-1 на шасси Урал-4320. А поскольку экологические евротанцы в нашей стране закончены, ничто не мешает использовать эту недорогую и высокоэффективную машину, которая способна за час отбросить на 30 метров до 2000 тонн снега. Очень актуально в этом году. Где, как ни на выставке, можно увидеть Mercedes-Benz Unimog таким чистым. А незадолго до объявления санкционной войны Москва закупила крупную партию Ю-423 со сменным оборудованием для ухода за улицами. При бережном обращении машина прослужит лет 10. Грубовато, но работает. Подметательно-уборочная машина PUM 77.3 на шасси КАМАЗ-43-255 производства Мценского завода подъемных машин и оборудования.
Hyundai HX300 SL – производительная машина с эргономичной кабиной, на которой даже оператор с небольшим опытом может эффективно работать с первого дня. Самые востребованные при строительстве 30-тонные экскаваторы. Они видны везде – при возведении насыпи, при выемке земли под котлованы траншеи, при перемещении материалов или грузов. Данные машины работают не только со своим непосредственным рабочим инструментом – ковшом объемом в 1,5 кубометра, а также с гидромолотом, буровращателем, вибропогружателем, а иногда оборудованием для валки леса. А когда смотришь на экскаватор во время работы, то впечатляет скрытая мощь и изящество перемещения. Многоцелевой вертолет К-32А11ВС признанный лидер в своем классе. Вертолет предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, а также транспортировки грузов внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, сложнейших мероприятий по тушению и также патрулированию и поддержке специальных операций. Соосная схема и отсутствие рулевого винта обеспечивают вертолету компактность, высокую энерговооруженность и маневренность, а также отличную управляемость. Вертолет имеет высокую грузоподъемность до 5 тонн груза на внешней подвеске, и также он оснащен новейшими системами бортового радиоэлектронного оборудования. К-32А11ВС эффективно выполняет работы в условиях плотной городской застройки, труднодоступной горной или лесистой местности, а также способен приземлиться на палубы маломерных судов, площадки буровых платформ и на неподготовленные труднодоступные точки. Управляется одним пилотом, кабина может быть оснащена дополнительно функциональным оборудованием. И вот такой репортаж у меня получился. Пожалуй, это самый мирный выпуск из всех, что у меня были на канале. Поддержите это видео лайком и комментарием, чтобы таких видео выходило побольше. А если вы хотите поддержать мою деятельность рублем или получить дополнительный контент обо мне, то это сделать можно на моей страничке на Бусти. Все ссылочки будут в описании. Так что встретимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.